готовлю варенье из инжира, одно из самых вкусных, самых красивых. И делюсь с вами рецептом. Давайте готовить вместе. Сначала варю сироп. Для этого в посуду, в которой буду варить варенье, отправляю сахар, воду и все это вместе отправляю на плиту, периодически помогая лопаточкой побыстрее раствориться сахару. На килограмм инжира я беру 800 граммов сахара и 250 миллилитров воды. Так как инжир сам по себе сладкий, я больше сахара не кладу, потому что есть большая вероятность, что потом варенье засахарится. Если сорт инжира менее сладкий, например, фиолетовый инжир, он более плотный и менее сладкий, тогда можно сделать килограмм на килограмм. У меня сегодня вот такой сорт инжира. Он уже очень спелый, самое время готовить варенье. Хвостики сухие я отрезаю и сзади кружочек вот этот сухой тоже вырезаю. Естественно, предварительно инжир тщательно помыла. Вот так выглядит инжир после обработки. С него уже можно будет варить варенье. После того, как таким образом подготовила весь инжир, прокалываю его вилочкой. Так поступлю со всеми ягодами. Не нужно никаких дополнительных гаджетов, просто вилочка и 4-5 проколов на каждой инжиринке. Сироп у меня уже закипел, сахар растворился. Долго я сироп не варю, в этом нет необходимости. И буду погружать сюда наш инжир. Я специально беру посуду пошире для варки этого варенья, чтобы ягоды как можно меньше давили друг на друга при варке и не повреждали друг друга. И не рекомендую варить сразу много этого варенья. У меня 2 килограмма инжира, больше за раз варить и не советую, чтобы ягоды сохранили свою целостность и выглядели после варки тоже очень красиво. После того, как все выложила, помогаю ягодкам погрузиться в сироп. Вот так аккуратненько, ложечкой, ни в коем случае не повреждая их. Варю варенье в 3 приема. Первый раз после того, как сироп вместе с ягодами закипел, варю 10 минут на умеренном огне. После оставляю остывать варенье на ночь или на 8 часов. На утро опять ставлю на огонь, ложечкой вот так помогаю погрузиться ягодам в сироп и варю после закипания еще 20 минут. Пену не снимаю, ничего не трогаю, оставляю опять остывать и впитывать сироп еще на 8 часов. С каждым разом варенье преображается, меняет свой цвет и консистенцию. Посмотрите, какое оно уже красивое, янтарного цвета, и ягодки какие в нем красивые. Варим третий раз. После того, как третий раз закипит, опять-таки на умеренном огне, добавляю сок одного лимона. Можно добавить дольки лимонные, но мне больше нравится просто сок. Добавляю его в сироп и варю еще 20 минут. Еще раз проговорю, пену я не снимаю, после остывания она пропадает. Не нужно снимать пену с этого варенья, а то у вас потом будет жидкий сироп. И ни в коем случае не накрываем крышкой варенье во время остывания. Так как инжир сам по себе сладкий, легкая кислинка, как бы издалека, очень подходит этому варенью. У меня инжир был очень спелый, какая-то ягодка выпустила свои семечки. Меня они абсолютно не смущают, я их трогать не буду. Часть их осядет на дно, часть останется сверху и после остывания легко убирается ложечкой. Варенье остыло. Посмотрите, какой сироп густой, хороший. Какие все ягодки целенькие, красивые, какого они цвета. Можете закатывать сразу после остывания. Можете подержать день-два, оно станет еще гуще, полежит. И потом закатать в стерильные банки. Банки я стерилизую, крышки, как всегда, кипячу и даю им высохнуть. Таким образом, варенье спокойно хранится в шкафу или на полке без холодильника. Варенье получается очень красивое, очень вкусное. Это одно из самых вкусных варений. Если есть такая возможность, обязательно приготовьте его и порадуйте себя и своих близких. Ну, я хочу сказать всем большое спасибо за подписку. Ставьте лайки, пишите комментарии. Будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока.